Всем привет! Настало время нового путешествия. В планах у меня на этот раз добраться до Черногории. Но это пока в планах, так как карантин и все дела, вы все прекрасно знаете. Сейчас я буду ехать на мотофестиваль Тарасова гора. Там я буду примерно 4 дня. А далее поеду в сторону Ивано-Франковска и хочу побыть в горах. Примерно такой план, так скажем, план без плана. Поэтому посмотрим, что получится, и надеюсь, что все будет зашибись. Забегая вперед, скажу, что, к сожалению, в Черногорию попасть так и не получилось, ввиду изменений правил въезда, которые произошли во время моего путешествия. Во время движения была жуткая жара. Но как бы там ни было, уже к вечеру меня ждали Черкасы. Я приехал одним из первых, за день до открытия феста. Мне нравится этот день тем, что можно забить лучшее место для палатки, посидеть тихо и спокойно у костра, быть может даже найти единомышленников, таких как Саша, Женя и Оксана, в компании с которыми мы уютненько и провели этот вечер. Это единственное уникальное время, когда сюда еще не съехалось несколько тысяч байкеров, и можно спокойно понаблюдать за подготовкой персонала, локаций, сцен, посмотреть на тихую, спокойную природу. А это наш ведущий Фима. Кстати, это наш главный байкер Ашот. Он устраивает данный мотофестиваль уже 18 лет подряд, и с каждым годом все масштабнее. Буде тут шашлик і пиво, буде рокерський концерт, та красиві всі дівчата протанцюють мінует. Заливай скоріш бензину, та ще масло поміняй, будеш ти палить резину, на Тараску виїжджай. Тараска! Ще тобі Тараска! Клеєна запаска! Байкерська каска! Тараска! Ще тобі Тараска! Клеєна запаска! Байкерская каска! Совсем забыл сказать, это турбаза Светанок. Находится она под Черкасами. Каждый год сюда на несколько дней съезжаются мотоциклисты изо всей Украины и близлежащих стран. Большая часть предпочитает ставить палатки на территории, и уже к вечеру будет занято практически каждое дерево. Тут можно увидеть невероятно редкие экземпляры мототехники, различные кастомы, в которые люди вкладывают просто невероятное количество труда. Вы просто представьте, сколько нужно времени и сил, чтобы восстановить в оригинале нечто подобное. Например, этот немецкий мотоцикл был выпущен аж в 1941 году. Ну а этот недавно. На Тараске можно как спокойно ловить рыбу, загорать на пляже, отдыхать за столиками, так и почувствовать себя настоящим стант-райдером. Кстати, выступление этих ребят вы сейчас и увидите. Ссылочка на их канал будет в описании.
Тут довольно насыщенная программа мероприятий. И если за ней не следить, то можно пропустить очень важные, такие как, например, мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи от Александра Корнейчука, моменты которого вы сейчас видите. После мастер-класса мне стало интересно мнение профессионала о мотоциклетной аптечке и что в нее должно входить. Александр любезно согласился рассказать об этом более детально. Ссылочку на полную версию я оставлю в описании. Вечером третьего дня количество людей на фестивале достигло своего пика, и все больше людей собиралось под сцены, чтобы оторваться под музыку популярных рок-исполнителей. Хедлайнером фестиваля стала группа Ляпис 98. Танцуй, пока тебе бреют череп, танцуй, пока тебе сверлят ног. Прыгнул карась на раскаленный берег, Не думаю, что за 5 минут можно все рассказать об этом культовом мотофестивале. Но в любом случае, если вы захотите приехать сюда в следующем году, имейте в виду, что уснуть тут получится, наверное, только с силой воли, так как рев мотоциклов, дискотека, пение под гитару до утра и поиски Валеры, если вы понимаете, о чем я, тут будут длиться до утра каждый божий день. Сегодня второй день, как я еду от мотофестиваля Тарасова гора в сторону Карпат. Проехал уже больше 500 километров. А еду я в палаточный лагерь «Белый слон». Он находится в поселке Дземброня, это возле Говерлы. Я надеюсь, там будут свободные места, я поселюсь и пойду в горы. Там будет мой базовый лагерь. Ну все, я поехал. По пути я заскочил в придорожную кафешку. Борщик со сметанкой, котлетка, пюрешка и чаючек мне обошлись в 69 гривен. Друзья, перед вами, вернее сзади меня, наверное, самое дешевое кафе, которое я только был. Куда же без него? Дамы и господа, вашему вниманию, дождь. Это удивительно, но да, это мой первый опыт езды в дождевике. Да, посмотри, как тут красиво. Сзади меня уже виднеются Карпатские горы. Ну, конечно, хотелось бы заехать без дождя, но чувствую, не получится. Поэтому на мне уже надета химзащита против всего. Уже скоро, через 50 километров, я думаю, я уже буду ехать по серпантину. Надеюсь, дождь к тому времени закончится. Очень надеюсь. Ага, как бы не так. Друзья, я вам так скажу. Человечество придумало 3 полезных изобретения. Это мотоцикл, путешествие и дождевик. Ну и, наверное, еще корова. По дороге в Дземброню дождь так и не прекращался. Примерно за 20 километров до пункта назначения дорога пропала и вовсе, превратившись в полное бездорожье со скользкими камнями и глиняными лужами, преодолевать которые было довольно стрёмно. Местное бездорожье могла скрасить только окружающая эти места красота. Палатку пришлось ставить на сырую землю, что совсем не добавляло комфорта в предстоящую ночь. Привет всем! Я сейчас нахожусь в Дземброне. Установил палатку, поставил мотоцикл, и сегодня у меня такой ознакомительный день будет. Сразу давайте по ценам. Цена за палатку, чтобы установить, стоит здесь 90 гривен. Чтобы покушать, я сейчас заказал себе борщ, рис и котлету. Это стоит 80 гривен.
план такой. Сегодня я как бы осматриваю здесь, смотрю чего-то как. Завтра я попробую спуститься на рафтинге по горной реке. Она сзади меня там шуршит. И послезавтра я планирую подняться в горы. А ну пошел отсюда, пошел отсюда, пошел отсюда, говорю. Да, это будет еще та ночка. Веселый прогноз погоды на ночь. +5. Зашибись. Ну ничего, я верю в эту палатку и верю в этот спальник. Верю в эти спортивные штаны и верю в эту спортивную кофту. Знаете, сколько я раз был в Карпатах, вот это был, наверное, один из самых красивых рассветов. Спустя пару часов нашу группу экстремалов отвезли к горной реке и погрузили на рафт. Инструктор сказал, что на данный момент река Черный Черемош имела вторую категорию сложности из 6. Спуск длился около 2 часов и был довольно интересный. Приходилось гребсти веслами и стараться оплывать камни. Пока я находился в кемпинге, я узнал, что до начала тропы нужно будет пройти еще километров 7 к соседнему селу. Мне повезло. Случайно остановившийся человек на грузовике меня подбросил прямо до начала тропы и упорно не хотел брать денег за свою услугу. В мире оказывается много людей, готовых помочь тебе безвозмездно. Ну что я вам скажу, до сыроварни подниматься от Земброни примерно час-полтора. И там, как вы видели, можно взять настоящего гуцульского сыра, так сказать, самый что ни на есть натуральный продукт. На вкус он, ну я такого не ел, честно. Он какой-то весь натуральный, что ли. Обязательно заходите в эту сыроварню, вы получите большое удовольствие. Как от вида сыроварни, так и от вкуса сыра, который там можно купить. А я пошел дальше.
Каждый такой взлет из-за сильнейшего ветра мне чуть не стоил дрона. Поэтому уж простите, но вам придется наслаждаться этой красотой. Знаете, чем ближе поднимаешься к вершине, тем погода меняется очень резко. Внизу было в принципе хорошо, жарко, вверх поднимаешься, такой ветерок, конечно, прохладный. Иду я уже сколько? Где-то 4 часа, и уже виднеется вершина Бухатый камень. Вот она сзади меня. Еще немножко. Не знаю, что сказать. Тяжеленький такой подъемчик был. Прям вверх по камням. Сейчас такой небольшой перевал. Как бы видно уже вон там Поп-Иван, обсерватория Белый слон. И впереди такой небольшой палаточный лагерь. Стоят люди. Наверное, сейчас я тоже буду ставить палатку, потому что 6 часов подъема. Это еще тот прикол. Еще немножко. Из-за планов подняться в горы 10 дней из 12 мне пришлось жить в одноместной палатке. Мы с ней так сдружились, что обычные палатки теперь для меня нечто вроде огромного загородного дома с бассейном. Зато я научился экономно расходовать каждый сантиметр свободного пространства. Я нашел место, где можно поставить палатку, не доходя до горы Поп-Иван. Кстати, он находится вон там. Давайте расскажу по поводу провизии, еды, что у меня с собой есть. Тут у нас получается так, это чай. Я сейчас заварил, он остывает. Тут что? Тут тоже чай. Вот это сейчас я буду, это консерва с дому. Овсяные печеньки. И вот первый раз хочу попробовать вот эту вот штуку. Называется Йидло. Это мой дом. Это мой дом на сегодня. Он, конечно, небольшой. Секунду. Отлично. Но я надеюсь, что здесь поместится и рюкзак, и я. Вот так вот оно выглядит по сравнению со мной. Так это все выглядит изнутри. Места мало, но зато уютно. Второй день моего подъема на гору Поп-Иван. Кто бы знал, что будет так легко. Высота Поп-Иван 2042 метра. Я почти у цели. Вон Поп-Иван. А вот он я.